Всем доброй ночи. Сегодня я показала один ритуал с руной Квеорт. Ритуал гиблы для человека, с фотографией которого, естественно, с судьбой которого этот ритуал был проведен. Однако Квеорт — это та самая уникальная руна, которую можно использовать в разных целях, в разных ритуалах. В данный момент я показываю вам очень необычный, очень нужный и незаменимый просто ритуал с руной Квеорт. Это открытие денежных дорог, или, если точнее, убрать денежные блоки. Поскольку ритуал мой, естественно, современный, то слово «современные блоки» будет использовано в этом ритуале. Объясню почему. Руны очень любят четкие, ясные, конкретные указания. И желательно несколько раз повторять. Рунам нужно дать задание. И они это задание выполняют. Если руне не дать четкого задания, очень может быть, что вы, собственно говоря, весь ритуал провороните. Поэтому, если вы хотите убрать денежные блоки, значит, говорите о денежных блоках. Бывает, что у практиков то есть из-за работы, из-за очень большого количества различных работ, из-за того, что мы перенимаем, мы берем на себя чужие бедствия, из-за того, что нам завидуют, из-за того, что нам пытаются что-то сделать. Всякое есть, да? Мы можем и перетянуть от людей безденежье и прочее, тормозится некоторое время денежные вливания. То есть они вот должны быть, и никак с места не двигается ничего. Такое ощущение, что все замерзло, все просто стоит на месте. В таких случаях я вообще рекомендую провести вначале заморозить беду рунами. Есть такой ритуал, и в моей первой книге он есть, и на сайте, в моих каналах можете найти. Для большего эффекта, хотя это не обязательно, но я провожу для начала. А потом провести вот этот ритуал с руной Квеорт для сожжения денежных блоков. Вы даже не представляете, как это быстро работает, как это быстро помогает. Просто улетает в никуда то состояние вот этого застоя, которое у вас был. Если вы хотите провести для другого человека, возьмите его фотографии. На его фотографии ни в коем случае не рисуйте Квеорт, потому что не стоит, потому что это не очень хорошо, не есть хорошо. Просто положите его фотографию, желательно статую какого-нибудь северного божества, желательно женского божества. Но если нет, можно и мужское божество, в принципе. Вот перед вами Фрея в каноническом исполнении. Есть у меня Фрея немножко другого типа, современного типа. Есть канонического типа Фрея. Вот это каноническое исполнение богини Фреи. Хотя руна не относится к традиционным рунам, в любом случае Квеорт известен как погребальный костер. То есть это руна, которая отсекает, сжигает все ненужное, все лишнее, что есть в нашей жизни. Лишние могут быть и враги, лишние могут быть и наши бедствия, и блоки денежные. Потом я научу вас, как очищать пространство руной Квеорт. Руну Квеорт еще называют ужас для черных духов, когда мы очищаем пространство. Некоторые используют Квеорт для того, чтобы чистить пространство. Работает, конечно, очень быстро и очень эффективно. Но еще раз повторяюсь, дорогие друзья, руны только для профессионалов, для людей, которые умеют с ними работать. Это не просто вам знаки, это не просто начертить что-нибудь, и обязательно что-нибудь получится. Очень много всяких ставов, очень много всяких рунных там нововведений, очень много связанных с ними
якобы обрядов, но они очень опасны для простого человека, потому что руны забирают очень много энергии, и руны забирают большой откуп. Я предупреждаю для тех людей, у которых есть мозг, сознание, которые в состоянии мыслить и понимать, что не все, что тебе показано и как бы доступно, можно провести. И не все тебе в пользу впрок пойдет. В данный момент перед вами 6 свечей. Берете 6 восковых свечей. Можно и церковные, любые, без разницы. Я почему говорю без разницы? Потому что в церкви нету там такой особой-то святости и величия в данный момент, чтобы... Ну, воск и воск, обычная свеча. 6 свечей. На свечах рисуем руну Квеорт. Можно нацарапать, можно нарисовать. Пожалуйста. Желательно, если у вас будут подсвечники вот такого типа, 2 штуки, одни высокие, другие пониже. Но если нет, то ничего страшного, можете на отдельных маленьких подсвечниках как бы это все поставить. Черные свечи для освещения. Светлых свечей нельзя, не допускается. И начинаем. Говорить нужно 6 раз, каждый раз зажигая свечу. Как только пламя касается свечи, ритуал начинает работать, связанный с руной. Убираются все денежные блоки. Как только у вас тормозится в финансовом плане, как только у вас застой, как только у вас вот-вот уже должно и что-то вот мешает, прям не дает, это значит, что у вас высасывает энергию, это значит, вам что-то наводит, это значит, что вас ненавидят и завидуют. И в какой-то момент эта черная энергетика, направленная в вашу сторону, в некотором смысле тормозит финансы, потому что всегда силы берут, финансы – это энергия, знаете, да, энергообмен. Вот силы берут финансами, то есть не забирая ваше здоровье, вашу жизнь, они забирают другую энергию, ваши деньги, либо не дают их. И вот некоторое время такой застой. Квеорт убирает сразу же. Можно использовать столько раз, сколько хотите, сколько у вас будут денежные блоки. После того, как вы провели, и у вас началось вот это все передвижение вперед, начались перемены, берете бутылку пива, хорошее пиво берете, покупайте, не жалейте на них хороший откуп. Потому что вам это вернется, и вы силы не обманете, поверьте мне. Они все видят, все ценят и все возвращают. И силы любят людей щедрых. Они щедро одаривают того, кто щедро готов делиться и откупиться, и благодарить. И берете 13 монет. Под любым деревом чуть-чуть выливайте это пиво, ставите, оставляйте эти монеты и говорите: откупаюсь от руны такой-то, и благодарю за помощь. Отвернулись и ушли. Итак, начнем. О сила северных богов, услышь меня. Дай силу древней руне и прикажи ей мне помочь. Когда нужда и преграды, и закрытые дороги, ужас для темных духов, мне в подмогу руна Квеорт. О, встань во весь рост, сын Аса Лодура, и кинь в ритуальный костер мою нужду и блоки на деньги. Пусть оживится руна Квеорт и придет мне на подмогу. Да поможет мне руна Квеорт в моей просьбе, без вреда для меня и моего имущества. Начинаем. Немножко неудобно так держать камеру и читать, но ничего, я как-нибудь. Главное, чтобы вы поняли, как совершать этот ритуал. Тяжело зажигается.
Когда энергии много скрипит, шипит, раскидывается огнем в разные стороны. Но это не страшно. Итак, зажигаем свечу. Первый костер ритуальный квеорт. Сожги денежные блоки, что наведены или что я сама приобрела. Второй ритуальный костер руны квеорт. Сожги безденежье и страх перед безденежьем. Третий ритуальный костер руны квеорт. Сожги препятствия к деньгам и к богатству. Четвертый ритуальный костер руны квеорт. Сожги все засоры, мешающие мне идти к богатству и к деньгам. Пятый погребальный костер руны квеорт. Сожги все закрытые двери, мешающие мне достичь цели. Шестой ритуальный костер руны квеорт. Сожги все блоки, все засоры и препятствия к деньгам и к богатству. Да сгорит в ритуальных кострах с помощью руны квеорт все денежные блоки и уйдут навеки. О, встань во весь рост, сын Асалодура, и кинь в ритуальный костер мою нужду и денежные блоки. Я оживила руну квеорт и сожгла все денежные блоки и свою нужду. Дорога к деньгам открыта. Все блоки денежные сгорели. Квеорт мне в помощь. О, руна квеорт, я тебя оживила и с помощью тебя сожгла все денежные блоки. Отныне нет препятствий между мной и богатством. Я благодарю северных богов за силу, за помощь, за благословение. Я благодарю руну квеорт за силу, за помощь, за благословение. Да сбудется то, что было сказано. Заклинаю. Все, можете спокойно переждать, пока все свечи догорят, и вместе с ним догорит денежный блок, который на вас или наслан, или вы приобрели, или по каким-то причинам оно у вас как бы появилось. Это все сгорит и уничтожится. И очень быстро откроются денежные дороги. Всем удачи!